В мире, где мода встречается с историей, одно имя приковывает всеобщее внимание – Ким Тэ-хён. Камеры наготове, свет зажжен, и даже сама Анна Винтур ждет. Сегодня вечером Голливуд ожидает не просто очередную знаменитость. Он готовится к появлению легенды. Это больше, чем просто появление, это Тэ-хён, вступающий в новую главу искусства, элегантности и власти. Ночной воздух в Инчоне был спокойным, но в то же время наэлектризованным. Каждая камера, каждый объектив, каждое сердцебиение, казалось, следили за каждым движением одного человека. Одетый в мягкие слои коричневой одежды и идеально скроенное пальто, Тэ-хён прошел через терминал со спокойной уверенностью. Никакой свиты, никаких громких заявлений, только та непринужденная грация, которая заставила весь мир замереть. Когда вспышки начали освещать ночь, среди армии в интернете пронеслась одна мысль: он едет в Лос-Анджелес, и Vogue ждет его. По сообщениям, сама Анна Винтур, лицо Vogue и одна из самых влиятельных фигур в мире моды, с нетерпением ждет его приезда. По слухам, циркулирующим в голливудской элите, появление Тэ-хёна на Vogue World Ля – это не просто приглашение, это момент, творящий историю. Годами мировая модная сцена восхищалась его уникальной элегантностью, непринужденным сочетанием современного мастерства и классического шарма. Теперь подиум принадлежит ему. Пока стилисты, редакторы и фотографы готовятся к мероприятию, одно имя не сходит с уст. Ким Тэ-хён – муза, которая меняет саму моду. Социальные сети взорвались, как только фанаты увидели его в аэропорту. Видео с его нежной улыбкой и неторопливой походкой заполонили ленту новостей за считанные минуты, собрав миллионы просмотров. «Его аура нереальная», — написала одна из поклонниц в Твиттере, и это было не преувеличением. В Тэ-хёне есть что-то кинематографическое, даже в самые обычные моменты. Будь то его спокойный взгляд или то, как он сочетает простоту с силой, все это похоже на сцену из фильма. И сегодня вечером этот фильм продолжается в Лос-Анджелесе. В мире Vogue ожидания зашкаливают. Дизайнеры шепчутся о том, какой бренд он будет носить, фотографы выстраивают свои объективы вокруг него, а стилисты соревнуются за возможность одной единственной примерки. Потому что, когда Тэ-хён приезжает, он не просто носит моду, он ее преображает. Он заставляет ее дышать, двигаться и ощущаться живой. Сообщается, что сама Анна Винтур хочет лично поприветствовать его, редкий жест, который говорит о многом. Немногие этого заслуживают, но Тэ-хён не из немногих. В Сеуле поклонники шлют свои пожелания: счастливого полета, Тэ-хён. Простые слова, но полные эмоций, послание, которое вместе с ним преодолевает океаны. Человек, когда-то стоявший на сцене под псевдонимом V из BTS, теперь выходит на сцену в одиночку, но никогда по-настоящему не один. Потому что за каждым его шагом следуют миллионы сердец армии. Это путешествие, не просто очередное появление на сцене, это заявление. Тэ-хён не посещает Vogue World. Он и есть Vogue World. И как только самолет приземляется в Лос-Анджелесе, начинается обратный отсчет. Голливуд ждет. Камеры готовы. Софиты, подиум, шепот – все для него. Одни говорят, что величайший момент в моде случается раз в десятилетие. Другие считают, что это происходит сейчас, и Тэ-хён в центре всего этого. Когда Анна Винтур выходит вперед и приветствует его понимающей улыбкой, мир все поймет. Это не просто стиль, это история, разворачивающаяся в реальном времени. Когда двери вагона открываются в аэропорту Лос-Анджелеса, вспышки взрываются, словно фейерверк. Репортеры выкрикивают его имя, фанаты кричат, дрожащими руками держа телефоны высоко. Но Тэ-хён сохраняет спокойствие, выражение его лица мягкое, шаги размеренные, аура невозмутимая. В этой тишине есть что-то притягательное, что-то, что ни один объектив не может полностью передать. Он не ищет внимания, внимание само находит его. И в этом тихом спокойствии мир видит, как выглядит настоящая звездная сила. В зале, где проходит мероприятие, царит невероятная энергия. Фирменная кари Анны Винтур мерцает в золотистом свете, когда она осматривает прибывших. Иконы моды, актеры и мировые инфлюенсеры оборачиваются, все знают,
кто сейчас войдет. Когда входит Тэхён, разговоры затихают, и даже музыка, кажется, смягчается. Он приветствует Анну легким поклоном и теплой, неповторимой улыбкой. На мгновение два мира, корейское искусство и западная высокая мода, сливаются воедино. Сцена Вок Ворд озаряется огнями, его имя разносится по залу. Социальные сети взрываются, фраза «Тэхён в Вок Ворд» становится мировым трендом за считанные минуты. Каждая деталь становится объектом навязчивой идеи, покрой его костюма, спокойная уверенность в осанке, блеск в глазах. Ему не нужно говорить ни слова, его присутствие говорит громче, чем заголовки. За кадром Анна Винтур наблюдает с тихим восхищением. Потому что в этот момент она видит не просто художника, она становится свидетельницей наследия. На закате ночи Тэхён снова проходит мимо сверкающих огней, а за его спиной сияет город ангелов. Это больше, чем просто очередной выход в свет, это рождение иконы новой эпохи. Шепот Голливуда сменился аплодисментами, и подиум теперь ощущается по-другому. Он пришел не впечатлять, а вдохновлять, и он это сделал. Без усилий. От Сеула до Лос-Анджелеса, от музыки до моды, его путь продолжает переосмысливать границы. А где-то в толпе Анна Винтур улыбается, потому что знает, это только начало. Спустя несколько часов после мероприятия видеоролики с появлением Тэхёна заполонили все социальные платформы. Модные критики называют его «тихой революцией ночи». Даже мировые журналы публикуют его фотографии с подписями вроде «Момент», который переосмысливает современную элегантность. Для человека, который мало говорит, его молчание всегда было самым громким заявлением. И сегодня это говорит об уверенности, искренности и силе. Потому что Тэхён не следует трендам, он их создает. За кулисами инсайдеры рассказывают, что Анна Винтур лично поздравила его. Простое рукопожатие, обмен парой слов, но те, кто это видел, сказали, что это было нечто историческое. Дело было не в славе или заголовках, а во взаимном уважении между двумя мирами искусства. Мода видела бесчисленное множество звезд, но мало кто из них обладал такой искренней теплотой и спокойной властью. Присутствие Тэхёна не кричащее, оно магнетическое, то, что притягивает без усилий. Сообщается, что даже сотрудники ВОГ были заворожены, назвав его энергию, не похожей ни на чью другую. Когда над Лос-Анджелесом рассветает, лицо Тэхёна доминирует в мировых новостях. Фотографии папарацци, фан-камеры и официальные снимки ВОГ рассказывают одну и ту же историю. Человек на пике своего мастерства, вступающий в новую главу мирового влияния. В каждом кадре его спокойная улыбка скрывает тысячу невыразимых эмоций, дисциплину, грацию и целеустремленность. Он не гонится за признанием, он представляет поколение, которое осмеливается быть другим. И именно поэтому мир не может перестать за ним наблюдать. Тем временем в Корее армии просыпаются и видят, как их ленты заполнены элегантностью Тэхёна. Сообщения льются рекой: «Мы гордимся тобой, ты творишь историю с каждым шагом, теперь тебя видит весь мир». Это больше, чем просто поддержка, это связь, которая преодолевает расстояние и славу. Потому что путь Тэхёна – это не только его путь, он разделен миллионами тех, кто верит в него. Мальчик, когда-то мечтавший на сцене, теперь шагает среди легенд моды, сохраняя то же смирение. И мир на мгновение чувствует себя прекрасно единым под его тихим сиянием. Когда гаснут огни на Вок Ворд Холливуд, одна истина остается неоспоримой. Тэхён не просто пришел, он определил этот вечер. От того, как Анна Винтур приветствовала его, до того, как толпа затихла при его появлении, это была история, запечатленная в движении. Каждый взгляд, каждое движение, каждое биение сердца казались намеренными, даже поэтичными. И когда он исчезает в мягкой лос-анджелесской ночи, шепот в мире моды становится громче, Тэхён не просто гость ВОГ, он – его будущее. На следующее утро после грандиозного вечера Лос-Анджелес кажется тише и тише. Где-то в гостиничном номере с видом на город Тэхён стоит у окна с кофе в руке, наблюдая, как солнечный свет разливается по горизонту. Ни шума, ни хаоса, только тишина, та самая, к которой стремятся художники, создавая нечто вневременное. Он далек от Сеула, но в то же время как никогда близок к себе.
За этим спокойным взглядом скрывается размышление не о славе, а о намерении. Потому что для Тэхёна каждый шаг вперед – это не внимание, а смысл. Тем временем мир продолжает говорить. Модные критики публикуют восторженные отзывы, называя его воплощением современной утонченности. Заголовки развлекательных изданий, любимое появление Анны Вентур, Ви покоряет Голливуд, начинается новая эра Vogue. Но что действительно находит отклик, так это слова поклонников, не приукрашенные прессой, а искренние, идущие от сердца. Тэхён снова заставил нас гордиться, написал один из них. Ему не нужно говорить, его присутствие уже говорит само за себя. Это уже не просто восхищение, это эмоциональная связь, которая неприходяща. С наступлением ночи Тэхён готовится вернуться домой. Вспышки меркнут, свет меркнет, но впечатление остается, глубоко запечатленное в истории мировой культуры. От подмостков Сеула до красной дорожки Vogue он доказал, что искусство не знает границ. Когда Анна Вентур пожала ему руку, это было не просто приветствие, это была передача факела. Молчаливое признание того, что мир моды нашел свою новую икону. И когда самолет взмывает в ночное небо, одна истина сияет ярче, чем когда-либо. Тэхён не гонится за историей, он становится ею. От подмостков Сеула до сердца Голливуда Тэхён никогда не просто следовал по пройденному пути, он его создавал. И на глазах у всего мира становится ясно одно – это не вершина его пути. Это начало новой эры, определяемой изяществом, искусством и Ким Тэхёном.